Счастливый, счастливый, счастливый. Роскошный приветик посылаю. Сразу начну с комментария, который только сейчас получила на видео, которое было вчера. По поводу того, что мы с вами разобрали один комментарий. До слез не могу себя за что-то простить. Так написала женщина, которая много, видимо, лет за что-то себя не может простить. И мы с вами эту ситуацию вот так чуть-чуть рассмотрели. Какой роскошный комментарий получила прямо сейчас. И написала этот комментарий Ник Лето. Моя умница. Всегда хорошие комментарии пишите, вопросы задаете. Не первый раз вас зачитываю. Просто роскошный вы написали комментарий. Вот посмотрите. Я думаю, у многих, возможно, возник такой вопрос. А если писала нам девочка, кто? Звали ее Лейла. Вот пишет Лето. А если Лейла, допустим, сделала аборт и осталась без детей? Много лет прошло. Как простить себя? До конца дней будешь помнить, и ничего не поможет. Просто роскошный комментарий. Действительно, если случилось так в жизни, такие сложились обстоятельства, и женщина в свое время сделала вот так, избавилась от ребенка, а потом уже больше шансов не было и не смогла родить. Как себя за это простить? Знаете, я почитала ваш комментарий, и вот я до конца не дочитала, а я уже знаю ответ, который ни на чем не настаиваю и не утверждаю, как я понимаю. Если бы нужно было родиться этому ребенку, он бы родился. Такого в природе не бывает. Родился бы этот ребенок. Если бы эта душа, которая поселилась к этой женщине, хотела здесь задержаться, этот бы ребенок родился. Вот и эту философию подложи. Вот так у меня сложилось, была беременность, и этот ребенок не случился не потому, что я виновата, я такое решение приняла, а потому что, если бы надо было ему родиться, я бы приняла другое решение. Ему не надо было родиться, поэтому он не родился. Еще раз говорю, не придумывайте себе проблемы, не придумывайте себе несчастные ходить, не придумывайте себе горе ходить. Его придумывать не надо. Все очень просто. Философия жизни. Если бы нужно было родиться моему ребенку, он бы родился. А если другая женщина родила, дал ей, Бог послал ей, родила ребенка, а ему 20-30 лет, она его потеряла, с ним что-то случилось, что ей говорить? Пожалуйста. Поэтому не придумывайте. Все, еще раз говорю, просто. Если бы нужно было родиться этому ребенку, никто бы не сделал, не избавился, а оставил этого ребенка, и этот был ребенок родился. Так, мои хорошие, вы знаете, у меня был такой случай в жизни. Вам расскажу. Одна моя очень шапошная знакомая много-много лет назад рассказала мне одну историю. Я была очень молодая, как запомнила. Почему-то запомнила эту историю. Она была из очень пуританской семьи, то есть там, где она не могла прийти и сказать: я беременна. Не могла. Из такой семьи была, где не могла, где другие законы существуют. Это было невозможно. Она не знала, что она забеременела. Как она не знала. У нее
встретилась она там с каким-то парнем, что-то там они в машине, что-то там они как-то, он к ней лез, она его отпихивала, она его боялась, сопротивлялась, он ее не изнасиловал, но все задрал ей там вещи какие-то, и у него получилось, но он не сделал это, он ее девственность не нарушил. Это с ее слов, как она рассказывала. Все, она пришла, куда-то пошла к своей какой-то подружке, все вещи поменяла, все. Но говорит, нет, у нас ничего не было. Что он все сделал, но он не все это как снаружи. Ну, женщины понимают, люди понимают, о чем я говорю. Проходит какое-то время, и она узнает, что она беременная. Она говорит, я не могу быть беременной, потому что у нас не было с ним контакта. Это не может быть, чтобы я была беременная. И она не может дома прийти и сказать. Такая семья, где она не может прийти и сказать, ее просто... У нее братья, которые... В такой семье, где нет. Ты не придешь и не сообщишь. И она говорит, нет, просто такого быть не может. И говорит, у меня 3 месяца идут месячные. 3 месяца идут месячные. Он говорит, я как-то стала поправляться, я как-то туда-сюда. Вот она узнает. И, конечно, она избавляется от этого ребенка. И больше у нее детей нет. Ну, на тот момент, когда я ее знала, она меня была тогда хорошо постарше. Я молодая была, она была меня постарше. И вот она была без детей. Она была без детей. Но она говорит, если бы я родила этого ребенка, что сейчас, оглядываясь назад, она говорит, если бы это был просто ребенок от Святого Духа, потому что у меня не было с ним контакта, и я девственница была. Это вот просто, вы понимаете, это не получилось, потому что вот не послала земля, не послал вот Всевышний, не послал сюда вот такого от незачатия ребенка. Он не состоялся. Вот и такой случай. И месячные шли. Моя мама вот со мной, почему она не знала, что... Она не знала. Она мне говорит, ну что, мама моя 5 детей родила, до меня 4 детей родила. Она говорит, я ходила тобой беременная, и я не чувствовала, что я беременная, потому что идут месячные. Мамы 4 месяца шли месячные, у моей мамы. Так говорит, я... поправляюсь, так и поправилась. И мне говорит, я, которая опытная, это не то, что, знаете, женщина, которая неопытная, но не знает. И приехала там мамина одна родственница, говорит, приехала, говорит, я здесь никого не знаю, отведи меня к гинекологу, я хочу провериться что-то так. Мама ее повела к своему гинекологу знакомому там. Мужчина был знакомый гинеколог, пожилой. И он проверил, говорит, маминой родственнице, нашей родственнице, говорит, ты беременная, у тебя уже 4 месяца. Ну, все. И моей маме говорит, Мария, ты пришла, ты давно не была, давай я тебя тоже посмотрю, раз ты уже здесь. Она говорит, нет, у меня все. Он говорит, давай я тебя посмотрю, ты уже пришла. Он смотрит и маме говорит, ты тоже беременная. Мама говорит, ты что? Нет, у меня... Ты беременная. И 4 месяца уже беременная. И вот так, представляете? То есть, всю остальную историю я вам говорила, когда папа приехал, мама ему стала рассказывать. Папа в командировках стала ему рассказывать. Говорит, вот так и так. Я все договорилась, я не хочу. И что? И папа ей сказал. Если это мой ребенок, ты оставишь, а если нет, вечером, чтобы не было, иди делай. То есть, понимаете, есть всякое вот в жизни, я говорю, ничего не надо накручивать. Если нужно было бы суждено в жизни чему-то произойти, оно бы произошло. И себя в чем-то винить, и годами эту вину носить, и до конца дней,
Сейчас другой комментарий почитаю. Такое солнышко сегодня хорошее. И на улице хорошо, минус, наверное, 8 или 9. Солнышко хорошее. Вот написала Лера. Да, Лера хорошая, Лерочка, мне всегда хорошие пишет комментарии. И я обещаю отвечать, не всегда отвечаю, но вот на этот комментарий, и прошлый, я помню, вы мне написали хороший комментарий, я его тоже сегодня на него отвечу. Лера пишет. Но у вас ник love it. Но это Лерочка, я знаю. Розаночка, приветик. Талантливая красотка. Я вот думаю, а как выбрать работу, которую будешь делать с удовольствием, где сможешь реализовать себя? Я сейчас делаю работу через слезы, нервные срывы, успокоительные, а несколько лет назад устала заниматься этим. Я несколько лет назад устала этим заниматься, но продолжала. А сейчас уже мозг и тело кричит: заканчивай с этой работой. Я творческий человек, музыка со мной с детства, а учусь и работаю совсем в другой сфере. Как найти себя и с удовольствием заниматься любимым делом? Задумалась, обнимаю. Вот такой тоже роскошный вопрос. Комментарий написала Love it, Лера. Роскошный комментарий, тоже приведу свой собственный опыт. Я до какого-то времени тоже занималась, еще когда мы жили там, тем, что я не любила, что я не хотела, что я, так сказать, терпеть не могла. Вот я занималась этим. В силу определенных обстоятельств. Я думаю, у вас какая-то тоже своя в силу определенных обстоятельств, почему вы этим занимаетесь. И могу сказать, что, конечно, если ты занимаешься не своим любимым делом, но это дело приносит доход. Вот, допустим, оно тебе очень хорошо оплачивается, но ты его не любишь. Всегда есть выбор. Нет такого у человека. Всегда нет такого, что дверь закрылась. Она закроется один раз. Но вот нет преграды, нет, что ты уперся в тупик. И все. Есть выбор. Если тебе дело твое не нравится, но оно хорошо оплачивается, тебе надо поменять здесь. Тебе надо сказать себе: я это не люблю, но я хорошо зарабатываю. И ты по-другому на это смотришь. Тебя это не раздражает. А если ты себе говоришь: я это не люблю, я это ненавижу, до слез, мне это не нравится, я зачем туда хожу? Все, у тебя этот выбор. И тебя, конечно, идет ломка в организме. Если вы работаете, и это вам приносит доход хороший, вы себе просто сказать вот так или вот так. Я скажу себе: это мне приносит доход. Или, например, я скажу: да, это мне приносит доход, но я не хочу этого дохода. Я хочу заниматься тем, что я хочу. Тогда точно уходить надо. А если вы, допустим, ребенок есть, и школа здесь у ребенка рядом, или там садик рядом, и ваша работа рядом, и вам ребенок только пошел, и вы здесь хорошо зарабатываете, но вы не любите. Но вы живете возле школы, вы можете проконтролировать ребенка, вы можете его в обед сбегать покормить, вы можете вечером его так, то есть больше подстроено сюда, то вы себе говорите: я это делаю временно. То есть защитите себя, это только ты сам себе. Философию подложи. Я это делаю временно, потому что я своему ребенку вот так, а мне это комфортней, а мне это удобней. Да, я не люблю сюда ходить, но я очень близко работаю, и у меня здесь аргументов больше. Я это делаю временно. И тогда ты относишься по-другому. У тебя нет, тебе не нравится, но у тебя разрушения нет внутри. У тебя нет внутри разрушения. То есть сделайте выбор. И если вам уже тело ваше говорит. Понимаете, тело наше говорит отсюда, все же отсюда, да, все отсюда. Поэтому если вы не любите, не нравится, но нравится, например, вашей маме, она вас заставила это выучить, больше вы ничего не можете, зарабатывать ничем не можете, оно вам не нравится, и вы ходите на автомате, но оно вам не нравится. Это абсолютно точно надо ломать.
и надо это убирать. Я не знаю, как бы у меня получилось, потому что я занималась тем, что я очень не любила. И меня спасло то, что я уехала в другую страну. Я не знаю, как бы, если бы я осталась, меняла бы я как там что. Я уехала в другую страну, и я оставила то, чем я занималась. Но мне года 2 или 3, мне в кошмаре снились то, чем я занималась. Еще года 2-3. Вообще обстановка вся поменялась, все изменилось. Я была увлечена, занята, совершенно по-другому жизнь шла. А еще оттуда все еще доносилось. Мне просто года, наверное, 2 преследовала, года 2-3. То сны какие-то, то тревога какая-то появлялась, что мне нужно что-то сделать, именно то, чем я не любила. Это очень разрушительный процесс. Поэтому вы, Лера, смотрите. Если вы себе сказать, если это вам выгодно материально, вот именно, скажите, я это делаю временно, я беру себе год, а пока я себе что-то найду чем-то другим, я себе здесь даю год, тогда вас отпустит внутри, вы будете легче. Теперь вы говорите, а как найти? Ну вот как найти свое увлечение? Знаете, как найти свое увлечение? Надо им заниматься. Я бы в жизни, у меня в голове никогда не было, что мне очень нравится шить. У меня в голове такого не было. Я когда в детстве там в школе что-то, мы почему шили немножко? Потому что ничего не было. Ой, какой-то взял там что-то, какой-то взял, перешил, юбку шил. О, у тебя уже юбка, ни у кого нет, у тебя есть юбочка. Ой, раз какой-то сарафанчик летний на лямочке, ой, раз сарафан. Не потому, что мне это нравилось. Или я понимала, что это. Мне просто от того, что ты это мог сделать, и у тебя какая-то вещь появилась. Если бы я, может быть, дальше увлекалась, то есть надо этим увлекаться. Попробуйте это, попробуйте петь, попробуйте, смотрите, сейчас очень много всяких разных на просторах интернета. Вы можете караоке, вы можете музыку, вы можете голос наложить, вы можете... Пробуйте, вас куда-то выведет. Но это пробовать надо, прям сказать себе, вот сюда, здесь я даю себе там полгода или год. И я за этот год найду. И опять и снова. Говорите себе, установку себе давайте. Я вам рассказывала, как я утром недавно встала. Говорю, так, Розана, ты такая умница. Ты обязательно себе сегодня украсишь свой день. Тебе обязательно какая-то придет идея. Ты себе так сделаешь день. Думай, Розана, ты сможешь. Я знаю, что ты сможешь. Я себе такие слова наговорила. Ты талантливая, ты умная, ты найдешь обязательно, ты такая молодец, ты сейчас. Я кофе пью, опять себе что-то, как будто, знаете, я мозг настроила. И когда день закончился, я его роскошно так провела. Вот оно куда-то вывело, потому что установку даешь. Вот так и вы. Дайте себе какую-то установку. Я вот это, на это беру год, и в течение года я найду, где я, кто я, что я, с кем я. Я найду. И постоянно себе говорите, ты такая умница. Понимаете, только сам себя ты можешь поднять. Это во всем. Что толку, если мне мужчина будет говорить, ой, ты такая хорошая, ты мне нравишься. Если мне этот мужчина не нравится, что толку, что он мне, хоть как говори мне красиво. Мне он не нравится. Только я сама себе могу сказать, я свои ощущения, этот мне нравится. Да, он мне ничего не говорит, но он мне нравится. Потому что я себя, вот так себя только можешь сам поддержать. Я найду, я обязательно, мне идея придет. Прям утром давайте эти установки, давайте мозгу все равно, о чем вы его просите. Все равно. Говори ему, ой, такая жизнь такая, то он тебе подпевает, тебе делает, да, у тебя жизнь никакая, ты плохо, тебе грустно, ты такая несчастная, почему это тебе? Вот он тебе это с тобой вместе. Говоришь другое, он с тобой другое, ему все равно. И еще был у вас вопрос, что у вас были очень сильные растяжки. В каком-то из видео вы писали, Розана, что делать? Был ли у вас такой случай? У вас какие-то растяжки. Может быть, от того, что вы поправились, потом резко похудели. Растяжки. Ну, у кого растяжки бывают? Беременные женщины ходят, конечно же, приобретаются растяжки. Вес, если у тебя сильный был вес,
ты потерял вес, у тебя произошли растяжки. Еще бывает, когда растяжки, это когда ребенок, там вот лет 12-13, когда за лето, я вот помню, за лето ребенок вырос на 17 сантиметров, просто за лето. Вымахал на 17 сантиметров. И кожа не успевала. И на спине, знаете, такие просто борозды образовались. Мы даже к врачу ходили. Что? Откуда? Матрасы меняли. Думали, что такое? Борозды образовались. На 17 сантиметров за 3 месяца ребенок вырос. Такое тоже бывает. И еще бывают растяжки. Это когда у тебя рыхлая кожа. Рыхлая кожа – это много сладкого. Это то, что ты мучное сладкое ешь. Кожа делается такой рыхлой. Особенно если жир сладким. Жир и сладкое. Вот как, например, допустим, делают сливочное масло, яйцо и стакан сахара. Это все взбить, муку, и ты там, вот это именно вот это мороженое, вот это вот, оно дает вот эту вот рыхлость, дряблость кожи. Дрожжи, все, что с дрожжей. Конечно, если это в маленьких количествах, ладно, it's okay. Если это в больших количествах, дрожжи. Вот знаете, когда видно сразу пивно пьет, если человек пиво, сразу видно лицо рыхлое. Оно прям такое рыхлое делается. Тело, живот делает рыхлое. Потому что они тоже вот такое состояние кожи делает растяжки. Но вы знаете, кожа такая благодарная. Кожа настолько благодарна. Тело человеку, если ты начинаешь с собой заниматься, если ты начинаешь что-то делать, тело так поддается, причем поддается в любом возрасте. Если ты в 50 начал, оно у тебя в 50 может стать как 20-летнее. Если ты в 70 начал, оно в 70. Недавно посмотрела, где-то тут тоже на YouTube, 91 год, женщина. Филиппинка, наверное, такая, по-моему, филиппинка. Она маленькие гантельки, такая худенькая, она только здесь у нее такая кофточка короткая, шортики. И вот она, 2 маленькие гирьки, и она показывает, что она в очень хорошей форме. И она начала заниматься в 76 лет. Видно, что она, но 90 ни в жизни не дашь, но и молодая не дашь. Но не в этом дело. В 76 она начала, 91 год. Она все подтянуто, оно все возраст, все равно видно, но все оно собралось. Поэтому смотрите, либо от каких-то вот продуктов, которые, вот эти продукты, кожу, она дряблая делается и она растягивает, либо от того, что вы поправились, потом похудели. Если вы поправились и потом похудели, тело восстанавливается. Оно такое благодарное. Я по своему телу вижу, мне тело так благодарно, что я делаю, и оно мне показывает. Я это вижу на своих показателях. Я вижу, как мне тело отблагодарило за то, что я делаю это упражнение. Оно мне отблагодарило. Внутренние все органы отблагодарили и внешние. Вот так вот тело нас благодарит. Поэтому, если вы поправились и похудели, вообще не переживайте. Вообще не переживайте. Все восстанавливается. Я в 50 начала худеть. В 51 похудела, и вот с 51 я делаю это упражнение. И я очень привела свое тело в порядок. А кто-то мне, когда я похудела, кто-то меня увидел и говорит: ой, зачем ты так похудела? У тебя все повисло. В этом возрасте худеть так нельзя. Тебе лучше было, когда ты была на 20 килограмм больше. Ой, ты так постареешь или постарела. Находилось очень много умников. Я помню, когда особенно первые 10 килограмм я скинула, уже сразу видно 10 килограмм. Ну, конечно, видно 10 килограмм. Ой, ты что, хватит, нельзя тебе больше. Ты что, лицо поплывет, все тут повиснет, грудь повиснет, руки повиснут. Ничего не повисло. Повисло? Не могу сказать, конечно, 20 килограмм. Да, медленно я в течение года делала, медленно, но, конечно, было видно. И я представить даже себе не могла. Я
спасала плечо. Я представить себе не могла, до чего приведет это упражнение. Так что, если вы именно вот этот, особенно вот если женщина беременная и есть растяжки, то эти растяжки тоже восстанавливаются, очень восстанавливаются от этого упражнения. Лера, делайте упражнения. Да, я знаю, что вы молодая девушка, женщина. Делайте все равно это упражнение. У вас кожа подсоберется, даже качество кожи другое станет. Ну вот, ответила на ваш вопрос. Еще что, кого хотела, девочки, тут... Незабудка. Тоже читала уже ваш какой-то комментарий. Пишите: дорогая Розана, какая удача, что я встретила вас на просторах интернета. Благодарю. Счастье, счастье, счастье. Радость, радость, радость. Чудо, чудо, чудо. Здоровье и любовь. Спасибо, моя хорошая. Знаете, вот если оно надо было встретиться, вы были готовы, вы встретили. Если вы были не готовы, вы бы мимо прошли. Это точно так же, если бы родиться ребенку, он бы родился. Если нет, оно нет. И за что себя ругать? Помнить, страдай всю жизнь теперь. Это когда ты хочешь страдать, ты себя находишь хороводой. Ирина Светлая пишет: Розана, благодарю вас, дорогая Розана, вы солнышко. Счастья вам. Спасибо, моя хорошая. Такие читаю роскошные комментарии. Рина. Счастье, 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 радость, 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 чудо, 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 здоровье и любовь. Сначала эта песенка звучала так, значит будет так. Всем спасибо за очень хорошие комментарии, спасибо большое. Философию жизни. Для того, чтобы не страдать, когда ты себя в чем-то обвиняешь, ты хочешь пострадать. И не рассказывайте мне, это слышится, те, кто любит пострадать, слышится им отвратительно. Я знаю, о чем я говорю. Когда начинаешь говорить, ты хочешь страдать, нет, ты не права, нет, сопротивляются так. Потому что хотите страдать, поэтому ищите себе за что-то себя в прошлом, или вот это что-то куда-то, или себя с кем-то сравнить, а у нее, а я-то. То есть находишь себе этот метод. Над чем бы, что бы, это так устроена психика. Философию подложить. Если чему-то надо было произойти, вот оно и произошло. Если надо было для моей мамы, чтобы я родилась. Представляете? Ничего не предвещало, ничего. Во-первых, она не знала. Во-вторых, за эти 4 месяца папа ж дома был, он приезжал, и она молчала. Ну как, она не знала. А когда узнала 4 месяца? Как папе сказать, уже 4 месяца я беременна? Откуда беременность? Папа же все 4 месяца, уехал, приехал. А почему, как ты не знала? 4-й ребенок, 40 лет. Это же не то, что 20 лет девочка ничего не понимает. Поэтому мама, она говорит, какой? Ты что? Куда? Представляете, на такой срок договорилась уже. Все договорилась уже сделать. Так не хотела. Говорит, я так боялась, уже возраст такой. И я не готова была. Только вот у меня же еще 2 года от меня сестра есть. Так что... все, и вечером, отец приехал вечером, и мама ему сказала вечером, он молчал. Она еще говорит, завтра моя мама придет, кого куда, в садик, кого что, а я в больницу. Ты тоже кого-то там в школу завезешь, кого что. Папа, она говорит, он молчал, вечером молчал, ничего не говорил. Утром пришла бабушка, собирает мама, кого куда. И вдруг, говорит, папа на пороге выходит и говорит, Мария, слушай внимательно. Если это мой ребенок, оставишь, а если не мой, вечером, чтобы не было. И ушел. То есть, если надо было, поэтому, мои хорошие, философию жизни. Если мне надо, так я бы
это оставила или сделала, или то, или все. Находите, вот что такое подложить философию жизни, чтобы, ну, не делать вот это, страдать. Это все относится вот это, пострадать хочу. Все, обнимаю вас, жду от вас лайки. Такие хорошие. Не совсем счастливые, вообще не туда. Вот, счастливые лайки. Счастливые, радостные, роскошные лайки. И ни на чем не настаиваю, ничего не утверждаю, ничего не навязываю. Кто услышал, кому это созвучно, кому нет. Еще раз говорю, я ни с кем не спорю, я ни с кем не вступаю ни в какие диспуты. Кому это не созвучно, моя философия, тоже нормально, значит вам другое что-то подходит. Кому созвучно, мы вместе с вами. Все, обнимаю вас. Жду лайки.